Привет, друзья! Сегодня у нас ролик знакомства с новым флагманским смартфоном, которым я буду пользоваться в ближайшее время. Да, у меня выходили ролики про Nothing Phone, который меня полностью устраивал, но я его продал, чтобы перейти на что-то более весомое по фотокачествам, по видеокачествам. Я и в прошлый раз говорил, что для меня это является приоритетом. Поэтому рассматривал я, конечно же, или iPhone 15 Pro Max, или вот такой вот Galaxy S24 Ultra, потому что он на Android и позволяет нам более кастомизировать свою работу. Он раскрывает для нас больше возможностей. Это более открытая операционка, в самом смартфоне больше фишек. И сегодня я вам расскажу про свои первые впечатления. Полноценный обзор с видео, с фото, со всеми возможностями будет тоже в ближайшее время. Поэтому подписывайтесь на канал и поехали! Флагманский смартфон – это хорошо, но чтобы слушать качественный звук, не обязательно переплачивать. В подтверждении данного утверждения давайте рассмотрим бюджетные наушники Tronsmart SoundFi R4, для которых заявлено хорошее звучание, длительное время работы и двойной микрофон. Посмотрим, насколько функциональна и удобна эта новинка. Tronsmart SoundFi R4 – это наушники внутриканального типа с хорошей звукоизоляцией, если использовать подходящие для вашего уха амбушюры. Их в комплекте две пары. В комплекте, помимо амбушюр, наушников и зарядного кейса, есть 30-сантиметровый кабель USB-A и USB-C для зарядки, а также руководство пользователя. К качеству сборки вопросов не возникает, а защита IPX4 позволяет надеяться, что капельки пота и дождя устройству будут не страшны. Довольно компактный кейс, как и сами наушники, продаются в черном либо белом корпусе. У меня второй вариант, у которого пластик частично глянцевый, а частично матовый. Внутри кейса наушники держатся крепко. В нижней части передней стороны кейса есть белый индикатор, а разъем Type-C для зарядки находится снизу. Сенсорная кнопка на каждом наушнике находится немного ниже диодного индикатора. Привыкнуть к такому управлению легко. Можно активировать голосовой помощник на мобильных устройствах путем удержания кнопки на любом наушнике, управлять плей-паузой и перелистыванием треков. При подключении к мобильным устройствам доступны базовые кодеки SBC и AAC. Большой задержки звука не ощущается. Игровой режим в наушниках отсутствует. Bluetooth в наушниках версии 5.3, то есть сравнительно новый. На расстоянии 10-15 метров от мобильного устройства сигнал стабильный. В новинке используется динамик диаметром 12 мм и система активного шумоподавления. Теперь самое главное про звучание. Оно получилось басовитым, что вполне ожидаемого от продукции Tronsmart. Для поп-музыки такой вариант станет идеальным. Для остальных жанров всегда можно использовать эквалайзер. Можно рассчитывать примерно на 7 часов работы наушников без подзарядки, если выставить громкость на 50%, а вместе с кейсом время работы может даже превысить заявленные 28 часов. Это и есть один из главных плюсов обозреваемой гарнитуры. Полностью заряжается кейс примерно за 2 часа, можно использовать любой адаптер. Хорошие наушники за свою цену можно назвать идеальными, тем более и бренд узнаваемый. Цену и подробности можете посмотреть по ссылке в описании, а сейчас вернемся к Galaxy Ultra 24. Во время пользования Nothing Phone у меня была мысль даже перейти на что-то более компактное. Например, на Pixel 5, на который я снял также отдельный обзор и свои впечатления от него. Но эту мысль я быстро отверг, потому что маленький экран все-таки это какое-то ущемление на сегодняшний день. Да, мы живем во время контента, где нас окружает много видео, много рилсов, да и текстовый формат читается лучше на большом экране. А здесь, как мы видим, это просто какая-то лопата, скажете вы. И я так думал до того, как взял этот смартфон в руки. Да, он большой, да, он угловатый. Многие блогеры говорят, что он впивается в руку, когда его держишь. Не знаю, как у других. У меня рука большая, поэтому проблем каких-то с впиванием вот здесь вот или с болью в руках у меня просто нет. Он удобный, толщина позволяет вместить сюда большой аккумулятор, но и толщину эту некомфортной я назвать не могу. Этот кирпичик прям такая золотая середина. Как всегда, у нас в комплекте ничего нет. Про это тоже многие говорят, что вот почему так. Это же флагман, стоит дорого, да, 150 тысяч стоит эта версия на 512 гигабайт. Но я скажу одно. Этих зарядок уже накопилось за последние года, ну просто очень много. Поэтому куда их еще набирать
И будете ли вы с каждым разом, с каждым новым смартфоном менять себе зарядник? Вряд ли. Тем более этот смартфон не позволяет вам зарядить за 10 минут полностью весь смартфон. Здесь, можно сказать, стандартная скорость зарядки. И, кстати, флагманы, как и Apple, грешат этим. А может и не грешат, потому что аккумулятор служит дольше. Здесь есть 3 версии, как сохранить вам емкость аккумулятора. Про это тоже расскажу в полном обзоре. Сегодня это больше рассказ про мои впечатления. И главное впечатление, конечно же, от этого смартфона, это от его экрана. Он большой, квадратный, он не такой, как у всех, вот просто брусок, прямоугольный брусок. И когда вы смотрите какой-то контент, видео на этом смартфоне, то видео ощущается немного по-другому. Это прям, можно сказать, планшет в руках. И, кстати, я являюсь счастливым обладателем iPad Air на M1, с которым я уже подумываю, не распрощаться ли мне, потому что после этого смартфона я iPad'ом перестал пользоваться вовсе. Так что у Samsung получилось вот такое ультимативное устройство, которое позволяет вам подключать быстро сюда и флешки, и перекидывать файлы с большой скоростью. Здесь все по максимуму. Авторегулировка яркости, что оказывается важно, работает в этом смартфоне прекрасно. В Nothing Phone мне этого не хватало, я говорил об этом в ролике. Говоря про камеры, опять-таки будет полноценный обзор, но здесь все супер. Change. Been sucking out my blood cause I forgot to check for fangs. She a monster, cold-hearted, the female Dexter. Who next up? No, I'm not the last to get the wrath of the pressure. Переход с одной камеры на другой почти бесшовный, почти как на айфоне. И главная фишка — это 8К видео. И многие скажут, зачем? Ведь телевизоров даже таких нет. Но она позволяет сделать кроп картинки. И мне кажется, все-таки это интересным решением. Так же, как и замедленная съемка в 4К. Камеры здесь максимального качества, и это здорово. Сканер отпечатка пальца здесь работает прекрасно, молниеносно, ультразвуковой, но также отлично работает и распознавание по лицу. Оно молниеносно, даже быстрее, чем сканер, открывает вам экран, и можно уже пользоваться. Здорово. Плюс кастомизация, которой мне в айфоне всегда не хватало. Это вот уменьшение иконок. Больше иконок можно поместить на рабочий стол. Я не люблю много рабочих столов держать. Я люблю вот так вот минимализм, аскетизм и вот это все. Samsung порадовал меня своей оболочкой, она работает быстро, никаких фризов, никаких затормаживаний или подвисаний не было. Смартфон и процессор максимальный, который здесь установлен, и все линейки работают в тандеме замечательно. Все основные фишки, которые есть в других смартфонах, такое как по двойному тапу выключение экрана, также включение экрана по двойному тапу, все здесь работает замечательно. Можно дублировать программы. Для меня это важно, опять-таки, для многих это, возможно, не интересно, но такая функция здесь присутствует, хотя и через программу отдельную. Но это можно реализовать. Например, в Nothing Phone это было в базе. Любую программу можно было продублировать и пользоваться двумя одновременно. Оплата Тинькофф Pay работает, Мир Pay тоже работает, хоть и официальная плата Wallet от Samsung ушла из России, ну и ладно. Разницы никакой нет. Может быть, по удобству, конечно, я не пользовался. Samsung Wallet будет немного привычнее, комфортнее в работе. Ну и тут я никаких проблем в сравнении с тем же iPhone не встретил.
Так же, как я не встретил проблем с установкой любых программ. Я поставил часть из Google Play, часть из магазина Samsung, или можно поставить Rustore. Подводя итог своего первого впечатления, скажу, что прекрасный цвет, новый, модный, вот в этом году трендовый такой цвет, настоящий титан. Да, здесь края титан, здесь стекло, под стеклом картинка титана. А размер комфортный, как я уже сказал, в руке лежит прекрасно, особенно если у вас большие руки. Рамки тонкие, пользоваться удобно, прекрасный во всем смартфон. Это настоящий флагман. Здесь Samsung нас не обманули. Немножко попользовавшись, конечно же, если будут какие-то минусы, я обязательно с вами поделюсь. Это будет особенно интересно, потому что про плюсы говорят многие. А вот про минусы спустя, тем более, несколько месяцев после выхода новой модели, это всегда интересно. Сейчас пришло уже несколько обновлений, нет каких-то начальных болячек, поэтому работу смартфона я уже покажу полностью в том состоянии, в каком он и продолжит работу в будущем. Поэтому, если вы выбираете, этот ролик будет особенно вам полезным. И еще что интересно, этот экран почти по размеру как у Nintendo Switch, при которой я, кстати, тоже сниму обязательно обзор. Это та приставка, которая дарит новые эмоции. И почему она особенно интересна для мужчин за 30, я тоже обязательно расскажу в следующем ролике. А пока подписывайтесь на канал, спасибо вам за лайки, за поддержку. Впереди будет много интересных новостей и обзоров. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я публикую там много классных ссылок, выгодных по цене и по качеству. А пока, пока-пока.